несмотря на то, что мое предыдущее видео получило отличный отклик, я почувствовала необходимость сделать вторую часть. На этот раз я хотела показать, что влечение Тэхёна стало еще сильнее, превзойдя его собственную логику. Более того, это не выдумка, и у многих из вас, вероятно, другое мнение. Однако мне действительно любопытно, почему Тэхён испытывает такое сильное влечение к сережкам Чингука. На самом деле, кажется, что Тэхён полностью теряет себя, когда находится перед ними. Это не скрытая черта, но я только что поняла, как часто я упускаю эти маленькие моменты. До такой степени, что забываю, что у Тэхёна на самом деле есть такая милая и очаровательная привычка, простое желание поиграть с сережками Чингука или просто потрогать их, потому что он так привык к их ощущению. И что еще интереснее, сам Чингук, кажется, искренне наслаждается этой привычкой Тэхёна. И когда я говорю, что Тэхён – самый большой фанат Чингука, я не лгу. Есть бесчисленное множество видеороликов, где сам Тэхён демонстрирует свою любовь к музыке Чингука. Даже просто сказав, что «You are still» – его любимая песня, Тэхён умудрился заставить Чингука нервничать. Тэхён так ярко улыбался, говоря, что никто не сможет изменить его выбор. Затем, так непринужденно, он даже помог привести в порядок и поправить одежду Чингука, пока тот смеялся. Серьезно, такие моменты были такими милыми. Особенно каждый раз, когда у него появлялась возможность, Тэхён всегда напоминал всем, что «You are still» – одна из его любимых песен. Он даже постоянно повторял, что это его любимая песня, как будто хотел убедиться, что никто ее не пропустит. И в ответ Чингук говорил ему «Я люблю тебя». А еще Тэхён однажды предложил включить в альбом песню «Stay», потому что он услышал ее первым, и она ему так понравилась, что он попросил ее добавить. Затем, прежде чем что-либо еще сделать, Тэхён также нашел время, чтобы поблагодарить Чингука за потрясающую режиссуру музыкального видео «Life Goes On». Как будто это было что-то, о чем он должен был сказать Чингуку в первую очередь. Затем, в трансляции зимой 2019 года, Тэхён начал благодарить Чингука за создание музыки для BTS. Он даже несколько раз похвалил талантливый голос Чингука и сказал, как много это для него значит, потому что Чингук поделился своим талантом с группой. Тэхён даже сказал, что без Чингука BTS, вероятно, не были бы там, где они сейчас. И что еще смешнее, Тэхён на самом деле почувствовал себя невероятно смущенным после этих слов, особенно когда Чингук его покинул. Чингук просто нежно посмеялся над всеми этими признаниями. Но больше всего меня заинтересовало то, как Тэхён, казалось, хотел показать, что независимо от того, что кто бы ни говорил, Чингук все равно остается для него замечательным человеком. Мне очень понравилось, как смутился Тэхён, услышав, как сам признался в вещах, которые, возможно, никогда бы не сказал вслух. Именно поэтому этот клип остается одним из моих любимых, потому что в нем есть такая искренность. И не только из-за всего этого я понимаю, что Тэхён любит Чингука больше, чем готов признать. Даже простой жест, показывающий, что Чингук может смутить Тэхёна, не прилагая особых усилий, напоминает мне о многих других моментах. Например, когда Тэхён спросил, предназначалось ли ему письмо, но Чингук просто остановил платформу и сказал, что отдаст его кому-нибудь другому. Неловкая реакция Тэхёна была просто очаровательной. Или когда Чингук взял телефон Тэхёна, сначала выглядя так, будто хотел сменить музыку, но потом сделал что-то, что действительно заставило Тэхёна занервничать и тут же захотеть забрать его обратно. Думаю, это был один из моментов, когда они больше всего озорствовали друг с другом. Они почти держались за руки, прежде чем запись внезапно оборвалась. Даже когда Чингук сказал, что Тэхён – самый красивый мужчина в мире, даже без макияжа, он так сильно его похвалил, что Тэхён мог лишь смутиться, особенно учитывая, что Чингук хотел ехать с ним в одной машине. А когда Чингук повторил это перед остальными участниками BTS, возможно, это уже не было просто мыслью, которую он мог держать при себе. В конце концов, Чингук действительно сказал Тэхёну, что он самый красивый мужчина в мире, а Намджун даже поддразнил Чингука за то, что тот заикался, когда это говорил. И я могу вспомнить множество других моментов, когда Тэхён не мог сдержать смущение из-за комментариев Чингука.
Потому что, если мы посмотрим внимательнее, мы найдем все те моменты, когда Тэхён, казалось, действительно наслаждался тем, как Чингук смотрел на него и восхищался им. Чингук часто говорил вещи, которые могли даже немного ошеломить Тэхёна, до такой степени, что тот мог лишь застенчиво улыбнуться в ответ. Чингук, казалось, никогда не сдерживался, говоря то, что хотел сказать. Вместо этого он всегда говорил Тэхёну, когда у него появлялась такая возможность. И Чингук, похоже, понимает, что Тэхён воспримет все его замечания хорошо. Он также знает, что Тэхён отреагирует очень типичной застенчивой реакцией, которая, кажется, возникает только тогда, когда Чингук рядом. Однако это не единственный способ, которым Тэхён показывает, как много Чингук значит для него. Это также видно по их действиям и тому, как часто они держатся за руки при малейшей возможности. Как будто они всегда находят повод быть рядом друг с другом. Небольшие прикосновения, спонтанные движения и даже короткий контакт между ними часто привлекают внимание фанатов. Вы можете подумать, что я слишком все анализирую. Однако, на мой взгляд, нет ничего плохого в том, чтобы обращать внимание на язык тела, небольшие прикосновения или простой контакт, который происходит между ними. Потому что иногда именно мелочи оказываются самыми интересными, на что стоит обратить внимание. И для меня все это показывает, насколько сильна близость Тэхёна и Чингука. В конце концов, как бы сильно Чингук не любил или не восхищался Тэхёном, кажется, что Тэхён всегда демонстрирует, насколько сильны его чувства к Чингуку. Вероятно, они даже глубже, чем он мог бы выразить словами. В конечном счете, именно это, вероятно, делает каждое их взаимодействие таким захватывающим. Продолжая одну из моих любимых тем для обсуждения на этом канале, я нахожу так много видео с Тэкуком, которые действительно необъяснимы с точки зрения гетеросексуальных отношений. Я почувствовал необходимость сделать вторую часть, где я мог бы показать вам некоторые моменты, которые ускользают от нашей способности логически объяснить их действия, и в то же время дать нам понять, что, в конечном счете, они могут быть не просто друзьями. Как они показали во время одного из своих концертов, когда Тэхён воспользовался возможностью приподнять рубашку Чингука, чтобы фанаты могли полюбоваться его прессом. Однако Тэхён не упустил случая осторожно провести пальцами по телу Чингука, хотя рубашка и так была приподнята достаточно высоко, чтобы это было совершенно излишним, как и преподнес Тэхён. Конечно, это тут же привело фанатов в восторг. А еще интереснее было то, как мягко Чингук выражал свои эмоции. Как такая близость нисколько не создавала неловкости между ними. Потому что один из моментов, который мне сложнее всего объяснить обычным способом, это когда Чингук приподнял бедра во время хореографии к песне «Blood, Sweat and Tears», пока Тэхён исполнял свою партию. Реакция Тэхёна в тот момент была поистине завораживающей. Он поднял брови и улыбнулся с таким выражением лица, которое было трудно игнорировать. И если говорить о том, как в этом клипе Чингук сделал вид, что берет коробку, которую ему дал Тэхён, снизу, но в итоге намеренно коснулся руки Тэхёна, казалось бы, непреднамеренно, случайно, то мгновенная шокированная реакция Тэхёна все еще очень забавна. То же самое касается эры Ботр и закулисных сцен, которые компания не включила в клип. Для меня это по-прежнему один из самых интересных моментов. Мы видим, как Тэхён буквально бросается на Чингука, и при этом они оба не проявляют никакой неловкости, несмотря на такую близость, что мне до сих пор трудно объяснить обычным способом. Особенно учитывая, что в 117-м эпизоде BTS Run мы видели, как Чингуку, казалось, даже нравилось, что Тэхён пытался угадать, кто он. Легкая улыбка Чингука, кажется, говорит все, о чем мы думали, и делает все еще яснее. Так что же нам думать, когда мы видим такую напряженную реакцию Чингука, когда он чувствует руку Тэхёна на своем колене, сопровождаемую нежным и едва уловимым, но трудно игнорируемым прикосновением? Ясно, что Чингук не всегда может скрыть, насколько сильно внимание Тэхёна приковывает его к себе. Даже когда Тэхён просто что-то делает во время съемок его одежда заставляет Чингука совершенно забыть моргнуть. Его взгляд скользит вверх и вниз, словно он рассматривает Тэхёна с головы до ног, пытаясь осмыслить все увиденное.
А то, как Чингук попытался сделать вид, что ничего не произошло, после того, как Тэхён потянул его за галстук, пока их лица не оказались так близко друг к другу, до сих пор остается для меня одним из самых странных моментов. И все это в конечном итоге только усиливает наше ощущение, что у Тэкука, кажется, никогда не заканчиваются моменты, которые трудно объяснить простыми словами. Каждый раз, когда нам кажется, что у нас есть разумное объяснение, всегда появляется еще один момент, который заставляет нас снова задуматься об их близости. Возможно, именно это и делает взаимодействие Тэхёна и Чингука всегда интересным для наблюдения. Потому что между их взглядами, улыбками, шутками, небольшими движениями и спонтанными реакциями всегда есть момент, который заставляет поклонников снова обратить внимание на их уникальные отношения.